Многие считают, что характер компрессора — это какое-то неуловимое нечто, которое не только сложно описать, но и сложно услышать. В этом видео я попробую опровергнуть эту мысль, рассказав и показав разницу между всеми основными типами компрессоров. Заинтригованы? Тогда начинаем. Друзья, как вы знаете, существует 4 основных типа компрессоров. Оптические, в которых ослабление происходит за счет работы фотоэлемента. FET-компрессоры, в которых ослабление происходит за счет работы полевого транзистора. VARIMU, которые ослабляют сигнал с помощью ламп. И также VCA-компрессоры, в которых ослабление происходит за счет работы усилителя, ослабляющего сигнал, или Voltage Control Amplifier. Все довольно просто. Но как же эти устройства отличаются по звуку и отличаются ли они вообще? Мне кажется, что лучшим вариантом для анализа работы подобных приборов является прослушивание их на готовом миксе. Приступим. Перед нами достаточно живая и динамичная запись, которая однозначно покажет, что представляет из себя каждый из названных мной приборов. Начнем с оптического компрессора. В качестве примера я возьму Y2A от IK Multimedia. Это эмуляция знаменитого LA2A. Начнем его настраивать. Сначала выставим значение Peak Reduction, а потом настроим выходной уровень с помощью регулятора Gain. Ослабление находится на уровне 10 дБ, но я думаю, вы так же, как и я, слышите, что звучание после обработки можно назвать мягким, бархатистым и достаточно медленным. Действительно, оптические компрессоры работают совсем не быстро, они очень мягко обрабатывают аудиосигнал, оптический элемент дает некоторую задержку, и это позволяет создать более плавное и не слишком агрессивное звучание в итоге. Послушаем еще раз. Мягкий, обволакивающий звук. Отключим линковку, чтобы левый и правый каналы обрабатывались отдельно. Микс сразу же вытягивается и становится более собранным. Переключимся на компрессор. Неважно, в каком режиме мы находимся, либо в режиме компрессора, либо в режиме лимитера, Y2A работает мягко и аккуратно. Давайте сравним его с FET-компрессором. В качестве FET-компрессора я возьму Black 76. Это эмуляция Uray 1176. Сразу выставлю максимально быструю атаку и релиз. Явно слышно, что такая компрессия намного более агрессивная. С
средние частоты усиливаются, появляется некоторый дисторшн, некоторая нагруженность в звучании. С White 2A такого не было. И это традиционная разница между компрессорами на полевых транзисторах и оптическими приборами. FET-компрессоры всегда звучат более агрессивно и более по-злому. Давайте сравним. Действительно мягкое звучание. А здесь более агрессивное. Но, возможно, стоит изменить значение атаки и релиз. Попробуем минимальные. Атаку и релиз. В этом случае это максимально медленное значение. Все равно некоторая агрессия в звуке присутствует. Увеличивая значение ratio, этот характер сохраняется. Микс больше не звучит так мягко, как он звучал изначально. Но при этом он придвигается к нам, и мы можем лучше прослушать каждый отдельный компонент композиции. В этом плане FET-компрессоры работают замечательно. Мы послушали с вами уже два варианта – оптический и на полевых транзисторах, но теперь давайте послушаем Varimu. Самые старые компрессоры, самые непредсказуемые, но, пожалуй, самые интересные по звуку. В качестве варианта Varimu я возьму VC670 от IK Multimedia. Фишка Varimu компрессоров заключается в том, что чем выше уровень входного сигнала, тем сильнее будет увеличиваться значение ratio, и тем более жестким будет становиться колено. И наоборот, при щадящих значениях входного сигнала компрессия будет крайне мягкой. Мы здесь не можем выставить отдельно значение атаки и релиз. Вместо этого мы настраиваем Time Constant. То есть одновременно значение и атаки, и релиза. Послушайте, насколько много объема было добавлено к звуку. Но также присутствует и некоторый перегруз. Это следствие работы виртуальных ламп. Varimu компрессоры обычно достаточно сильно нагружают сигнал и делают слабые сигналы более насыщенными. В этом как раз и заключается их фишка. Но вот это насыщение, оно достаточно сильно отличается от насыщения FET-компрессорами. FET больше акцентируют середину, а Varimu компрессоры акцентируют низкие частоты и в определенном смысле подчеркивают верх, но делают это очень мягко и шелковисто. Попробуем другие значения Time Constant. Вот теперь обработка уже не слишком нагруженная.
А сейчас Varimu работает практически так же медленно, как и оптический компрессор. Отключим линковку. Теперь левый и правый каналы обрабатываются отдельно. Сравним Varimu с White 2A. Более мягкое, аккуратное звучание. Более плотное и насыщенное. Конечно, в этом случае мы слишком сильно перегружаем 670. Varimu компрессоры не очень любят настолько сильную компрессию. А в более щадящих настройках мы получаем прекрасное звучание. Подводя небольшой промежуточный итог, можно сказать, что оптические компрессоры работают наиболее медленно, Varimu можно сделать немного побыстрее, а FET-компрессоры работают быстрее всех них. Давайте посмотрим, что нам может предложить VCA-компрессор. В качестве традиционного прибора для примера мы используем SSL Bus-компрессор. Уже сейчас слышно, что VCA-компрессор работает чище всех остальных. Его обработка контролируемая. Я могу услышать каждый транзиент, каждый отработанный фрагмент сигнала, и в этом плане VCA-компрессоры однозначно блистают. Медленная атака, быстрый релиз, и сигнал всего микса полностью стабилизирован. Мы получили мягкое и контролируемое звучание, которое мы слышали с оптическими компрессорами, но в то же время мы можем выбрать минимальное значение атаки, и VCA-компрессор будет работать больше похоже на FET. Действительно, супер агрессивное звучание, но не настолько перегруженное. Попробуем авторелиз. Несмотря на то, что компрессия находится на уровне 10-12 дБ, нельзя сказать, что трек слишком сильно искажается. Конечно, для сегодняшних примеров я выбирал экстремальные настройки, но это лишь для того, чтобы мы с вами на собственном опыте, собственными ушами убедились в том, что 4 основных типа компрессоров существуют не просто так.
Они действительно все звучат по-разному и подходят для разных задач. Если кратко подытожить, Wide 2A или оптический компрессор идеально подойдет в ситуациях, когда нужно смягчить аудиозаписи и сделать их чуть более насыщенными, но при этом без излишнего перегруза. В RMU компрессоры, такой как VC670, можно использовать тогда, когда в нашем распоряжении слишком тонкие аудиозаписи, которые нужно достаточно сильно насытить гармониками и добавить приятного лампового характера. FET-компрессоры, такие как Black 76, прекрасно подходят для агрессивной обработки, когда нужно выделить аудиосигналы в миксе и сделать их пробивными и читаемыми. Ну, а во всех остальных ситуациях лучше всего сработают VCA-компрессоры, поскольку их настройки атаки и релиз максимально адекватно накладываются на обрабатываемые аудиосигналы, а характер компрессии можно назвать нейтральным. Нет слишком сильной окраски, нет слишком явного перегруза или какого-либо другого искажения или изменения оригинального тембра аудиосигналов. О компрессорах можно говорить бесконечно, но мне бы было интересно узнать, какой тип компрессии нравится больше всего вам. Напишите свои мысли и своих фаворитов в комментариях. Большое спасибо за внимание. Увидимся завтра. Плывите к звуку.